Сегодня мы проводим пресс-конференцию, посвященную Гайдаровскому форуму 2012. Ректор Академии народного хозяйства и государственной службы при правительстве Российской Федерации Владимир Александрович Мау расскажет нам сегодня о том, чему будет посвящен форум, его основные темы и направления, его значение этого форума и насколько тесно тема форума связана с работой экспертных групп по обновлению стратегии 2020. Это крупная международная конференция. В этот раз она будет продолжаться 4 дня, что много по любым масштабам. Петербургский форум, который, несомненно, является самым значимым нашим событием, длится обычно 2,5-3 дня. Вот. Тут 4, и в 2011 году она была 4-дневная. Обычно, опять же, тогда же, с 2010 года, у него есть общее название «Россия и мир», а дальше расшифровка в начале нового десятилетия. Вот в этот раз мы решили, организаторы, слов не добавлять, а просто вот скромно написать 2012-2020. «Россия и мир» 2012-2020. У этого есть ряд причин, тоже достаточно очевидных. Одна состоит в том, что значительная часть участников и организаторов Высшей школы экономики, Академии народного хозяйства, Института экономической политики активно вовлечены были в разработку сценариев стратегии по поручению председателя правительства, которую мы недавно издали. И совершенно естественно было то, что мы предложили одним из вопросов, пронизывающих весь форум, обсудить эти стратегии. Это будет обсуждаться как на пленарных встречах, так и на круглых столах. На протяжении 3 лет председателем оргкомитета этого форума является Игорь Иванович Шувалов, первый заместитель председателя правительства. Вот проходит заседание оргкомитета. Активно вовлечены как эксперты, так и чиновники, как международные эксперты, так и международные чиновники. Особенность этого форума. Вообще в России за последние годы проводится очень много конференций, форумов, региональных, международных, общероссийских. И это хорошо, но все-таки у каждого мероприятия такого рода должна быть своя специфика. Вот опять же, так сложилось, что конференции наши, они имеют такой прикладной экономико-политический характер. Там есть секции по экономической теории, но не они главные. Там есть важный элемент науки, научных исследований, там много ученых, но в основном это те, кого я называю практикующие экономисты. То есть экономисты, которые пишут статьи и книги, но активно вовлечены в консультации, выработку рекомендаций, взаимоотношения с правительствами России и своих стран. Это такая интересная, на мой взгляд, категория экономистов. Я говорю экономисты, но вообще гораздо шире. Экономисты и вообще специалисты по общественным процессам. Логика мероприятия простая. Первый день, среда, 18 в основном общие проблемы экономического роста, предпринимательского климата, региональной политики. Второй день, 19 посвящен макроэкономике. Вообще в названиях там фигурирует слово «будущее». Там будущее экономического роста, будущее бюджета, будущее финансовых рынков. Второй день преимущественно макроэкономические. И там же будет специальная пленарная сессия по проблемам европейского кризиса. Третий день, 20 посвящен социальной политике, потому что у нас стратегия называется «Новая социальная политика». И там, помимо общей дискуссии по социальной политике, будут круглые специальные панели, тоже практически продолжение пленарной сессии, но они будут параллельно, по здравоохранению и образованию. И, наконец, 4-й день Роснано делает отдельную пленарную сессию по новым технологиям, по перспективам новых технологий. Тоже становится традиционным, уже в прошлом году была такая
такая пленарная сессия, она вызвала очень большой интерес. Параллельно Роснано организует выставку